красивый на видео. Вот. Я думаю, количество моих поклонниц возрастет невероятно. Итак, уравнение, да, идея писать эти лекции, вторая мысль пришла мне вот когда. Японские товарищи обратились ко мне с просьбой прочитать лекции по акустике. Вот, я потратил невероятное количество времени на подготовку одной лекции, сказал, что просто это очень дорогое мероприятие. Если надо, я сделаю. Валера присутствовал при этом. Было очень странное мероприятие. Спали всего двое. Просто вот физически. Японцы, они иногда спят на общих собраниях, у них глаза были закрыты, спали всего двое из там, человек 15. Это, мне сказали, очень хороший результат. Там больше. Может, человек 20, да, это очень хороший результат. Вот. Итак, мы продолжаем. Значит, нам надо выяснить, как выглядит волновое уравнение в разных координатных системах. Мы будем переписывать вот это уравнение, которое я заботливо не стер. Единственное, я бы его переписал в каком-то человеческом виде. Давайте напишем вот так. Дельта фи плюс k0 квадрат фи, да, то есть я из него по ходу дела делаю уравнение Гельмгольца, а здесь чего у нас будет? Ρ0 c0. Только Р0 не будет, наверное, уже. Ну, Р0 не будет, минус W. Так? Да. Если сравнивать с бумажкой, то так получается. А это я тогда сотру. Значит, мы с вами будем изучать эту науку в цилиндрических координатах, сферических координатах и в каких только не будет. Как выглядит уравнение Гельмгольца в цилиндрических координатах? Давайте прежде всего сделаем картиночку, которая изобразит нам цилиндрические координаты. Цилиндр, да. Направление отсчета. Вот это у нас будет угол фи, а это расстояние r. Нет, угол фи мы не можем назвать так. Мы его назовем угол пси. Знаете почему? Чтобы, да. Потому что сейчас у нас появится dφ по dφ, и это приведет к неприятностям. Что физический смысл акустического потенциала? Ну, есть? У него нет физического смысла. Ну или есть, но для него надо читать книжку Исакович «Основа акустики». И общая акустика, да. Книжка Исакович «Общая акустика». Это вообще очень душеспасительно. Это крайне полезная книга, да. Но опять же, вот как для ознакомления я ее рекомендовать могу. На спецкурсе дифференцировали dφ по dφ. Чего все-таки, да? Да. Никак нельзя удержаться. Вот. Мы ввели с вами цилиндрическую систему координат. Зеленый виден плохо, но виден. Давайте мы запишем оператор треугольник. Вот вы не умеете. Начала, я знаю более-менее. Неужели знаете? Ну, плохо. Одно d2 фи по dr квадрат. Ну, хотя бы вы знаете, где посмотреть, да? Да. 1. dφ по dr. Злые дядьки с кафедры математики. Когда я говорю злые дядьки, я имею в виду злые дядьки. Плюс 1 делить на r квадрат dφ по dψ в квадрате плюс k0 квадрат φ равно минус W. Да? А Валера, вы контролируете, потому что я все вроде правильно. И это уравнение цилиндрических координатах. Теперь давайте забабахаем его в сферических координатах. Тесты еще по z могут. А? Тесты еще по оси могут. Да, если у нас есть цилиндр, если у него есть ось z, которая направлена вот сюда, то мы добавляем сюда d2 по dz в квадрате. Но обычно мы рассматриваем двумерную задачу, и d2 по dz в квадрате не возникает. Сейчас я попытаюсь, плохо начал, попытаюсь сделать вам сферические координаты. Художественно. Ось z будет вертикальный, y, x. Мы рассматриваем с вами радиус r, проектируем его на плоскость x, y. И вот этот вот угол у нас пси, вот этот угол θ,
это расстояние r. Ясно, да? Тоже вряд ли я вам новости открою. А кто знает, как называется пси и тета? В смысле, полярные углы, азимутальные или что-то Ну, там например, вроде. так. Вот это называется угол места, а это азимут. Почему он называется угол места, знаете? Нет. Но это все пришло из баллистики. Вот угол места, вот вы Это куда какая-то пушку, тета? да, пушку направлять, чтобы, значит, Угу. попасть в нужное место. А когда будем изучать углы, не будем, наверное, изучать углы Эйлера, да, там тангаж. Итак, продолжаем беседу. Вот в этих углах уравнение у нас выглядит следующим образом. d2 фи по d квадрат плюс 2 делить на r d фи по dr плюс 1 делить на r квадрат. Здесь, внимание, треугольник уголок фи плюс k0 квадрат фи равно минус. Вот Да, это что означает? Значение первый раз вижу. Это называется лапласиан на сфере. Его злые дядьки обозначают дельта тета фи. Да, В смысле? Ну в этот раз дельта. Ну, угловой. По По угловым координатам. Так? Да. Ну, хорошо. У злых дядек так. У злых дядек. Значит, Валера в своих бессмертных трудах называл его уравнение Лапласа Вельтрами на сфере. Да. И ставил его как дельта с типом. Уравнение Лапласа Бельтрами. Почему? Потому что на любой поверхности мы можем ввести, ну, на любой такой гладкой, там все такое, мы можем ввести оператор градиента и оператор дивергенции. В частности, на сфере. Вот это оператор див-град на сфере. Как он выглядит в координатах? Оператор тета пси, да, равно синус, что там, d по d тета синус. 1 на синус квадрат, ну как? А? 1 на синус квадрат тета, d по d фи. Ну, d2 по d фи. 1 на синус Квадрат тета. квадрат ли? Да. Квадрат. d по d тета синус. А, если так, то без квадрата. Не, как? Не так. Вот так правильно надо. Синус тета d по d тета. Так? Плюс еще. Плюс чего? 1 на синус. 1 на синус квадрат тета. На синус квадрат тета d2 по d2 по d пси. Очень-очень полезный оператор, мы его должны с вами любить. Для тех, кто, значит, кому придется заниматься коническими задачами, те его будут любить еще лучше, но непосредственно с ним мы, по-моему, не сталкивались чуть ли не ни разу. В расчетах удавалось его применить. Проект понятно? Хорошо. Это как бы мы устанавливаем общий бэкграунд такой, чтобы иметь в виду одно и то же, когда до этого дойдет. Дальше. Я сейчас собираюсь стереть вот это выражение и рассмотреть вот это. Значит, дальше по плану я хочу записать с вами функцию Грина в разных координатных системах. Что такое функция Грина? Пункт 3. Функция Грина. Уравнение Гельмгольца. Функция Грина, уравнение Гельмгольца в разных координатных системах. Смотрите внимательно. Мы начинаем с вами с цилиндрической системы координат, но, впрочем, все равно с какой системы координат мы начинаем. Потому что функция Грина на плоскости это дельта x минус x нулевое на дельта y минус y нулевое. Становится ясно, почему вот существует школа, которая акустический потенциал пишет со знаком минус. Вот я был вынужден, у меня здесь стояло минус фи W, да, а я минус W заменил на дельта функции. То есть, в принципе, им удобнее, тем, у кого там минус, тем было удобно. Но неважно, того не стоит. Можно напомнить, что такое дельта функция? О, что такое дельта функция?
Хороший, правильный вопрос. Главное своевременно. Вот ось X. Давайте нарисуем вот такую шляпочку. Более-менее произвольная форма, но для девочек рисуют гаусяна. Интеграл функции, как мы называем, дельта, но это еще не дельта функция, это для нее заготовка. Интеграл от заготовки дельта функции, заготовка будет шириной эпсилон по dx равно единичка. Понятно? То есть эта пимпочка очень-очень локализованная, при этом очень высокая. У нее высота 1 делить на эпсилон. Теперь давайте сожмем это в 2 раза, а высоту увеличим в 2 раза. Что получится? Интеграл останется равным единичке. Да. Но при этом функция станет еще более локализована и еще более высокой. Теперь давайте еще в 2 раза. И устремим эпсилон к нулю. Вот предел этих, грубо говоря, предел этих функций при стремлении к нулю, это и есть дельта функция. Значит, это один взгляд, такой самый простой, который я могу изложить. Потому что на изложение взглядов про это у меня уйдет 3 лекции. Там есть еще взгляд функции. Фактически я изложил секвенциальный подход. Да, то есть функция дельта – предел последовательности каких-то гладких функций. Естественно, сама дельта-функция гладкой функцией не является. Второй подход, более популярный, что мы определяем дельта-функцию как оператор, действующий на обычную функцию. Сама по себе дельта-функция ничего не значит, но когда ты с ней интегрируешь функцию, вот что будет, если вы с такой функцией проинтегрируете какую-нибудь гладенькую функцию? Что значит? Вот это f от x, да? А вы изучаете интеграл. Интеграл f от x, дельта от x по dx. Чему это равно? Ну и пределы интегрирования, в общем, любые, так, чтобы здесь было а здесь b, и чтобы 0 попадало в этот интервал. Что вы ответите? Мне кажется, что f от x. F от нуля. Да, точно. Ну, вот функция локализована в нуле у нас. Понятно. Ну вот она будет вырезать у нас вот это вот значение. Вот. Понятно, для чего. Это можно считать определением дельта функции, но если мы считаем вот это определением дельта функции, то непонятно, что же у нас вот здесь стоит. Ясно, да? Да. То есть, чтобы понять, что такое дельта функция является обобщенной функцией. Да, и еще я могу дать следующее определение, которое вот это первое, вот это второе, а третье такое. Вот что такое функция единичного скачка, вы понимаете? Да. А чему равна ее производная? Дельта функция. Дельта функция. Почему? Потому что интеграл от ее производной должен быть равен единичному скачку. Так. Ну, Мы, кстати, это рассказывали в третьем семестре. Функция, но непонятно, каким образом она появилась справа в уравнении. А справа уравнения она появилась вот как. Значит, это точечный источник. Мне хочется задать точечный источник. Про покемона я рассказывал, как математически его описать. Мне нужна функция, которая локализована в одной единственной точке, и из нее выходит единичный объем воздуха, интеграл единичный. А вы про это не думайте. На самом деле я не собираюсь вот в этот момент, я чуть позже, значит, лекции через 1-2, собираюсь с дельта-функцией реально играться, а пока реально ее использовать в расчетах я не планирую. Но, значит, я вам докладываю, вот это единичный точечный источник. Понятно? Да. Хотя нет, я собираюсь и сегодня. Мы поиграемся в это дело. Так что вы кое-что увидите. Может быть, станет яснее. Так, а вот это мы обозначим как дельта x минус 0, да?
как решать это уравнение? Функция дельта x, вы ее можете повернуть, вот это не бросается в глаза по этой постановке, но точный источник есть точный источник. Вы его можете повернуть на любой угол φ, он перейдет в себя. Ясно? Значит, итоговая функция не должна зависеть от ψ. Вот этот член мы с вами выкидываем. Мы получаем уравнение вот такое вот. Более того, почти везде при всех r неравных нулю вот здесь стоит что? 0. Здесь источника нет. Вот мы изучаем пространство, здесь источничек светит, а вот вам r. Везде, кроме как при r равном нулю, источника нет. Поэтому это получается обыкновенное дифференциальное уравнение, которое мы можем смело решать. О как. И это уравнение мы порешаем, когда будем говорить про преобразование Фурье. А пока мы говорим следующую вещь. У нас был специальный курс метода математической физики, да, где нам говорили, что является решением этого уравнения. Нам говорили следующее. Решение этого уравнения — это а на функцию Ханкеля первого рода нулевого значка от k0r. Я скажу, значит, такую вещь, плюс какой-то b на функцию Ханкеля второго рода нулевого значка от kr. У Лены этого не было, а у остальных было? Было. Дальше. Дядьки говорили следующее. Вот эта функция на бесконечности ведет себя как и k0r. Было такое? Было. А это ведет себя как e минус и k0r. Дальше. Нас интересует функция источника, да, которая уходит из нуля на бесконечность, а не приходит из бесконечности. Поэтому мы говорим, что этот член b равно нулю. Нас интересуют только волны, которые уходят на бесконечность. Осталось найти А. А можно просто узнать, что такое функция Ханкеля? Можно узнать. Лена, значит, полистайте книжечку про функцию Ханкеля, мы будем говорить. Вот там есть программа курса, я вам говорил, нет? Вы слышали это? Значит, на сайте у меня выложена программа курса. Лекция 3, там написано «Преобразование Фурье». Вот на лекции 3 я буду подробно говорить, как вот из этого уравнения непосредственно вывести функцию Ханкеля. Мы получим для нее представление, посчитаем, то есть все вы про нее узнаете. Пока функция Ханкеля — это одно из двух линейно независимых решений вот этого дифференциального уравнения. Хорошо. На данный момент нам надо с вами найти коэффициент А. Мы лезем в справочник по функциям Ханкеля и находим там следующую вещь. Функция Ханкеля равна при маленьких r, при r стремящемся к нулю, функция Ханкеля от 1, 0 равна 2i делить на π, логарифм k0r пополам вот так, k0r. Плюс какие-то более малые члены. Это, значит, мы, может быть, научимся с вами получать эту формулу по-человечески, да, пока мы ее просто взяли из справочника. Что мы делаем дальше? Нам надо найти коэффициент А. Мы делаем следующий трюк. Мы же не знаем, что такое функция дельта, мы знаем, что только интегралы от нее чему равны, да? Давайте введем кружочек. Я его нарисую красненьким. Кружочек вокруг источника. Радиусом эпсилон. Этот кружочек назовем омега эпсилон. Кружочек, причем не окружность, да, а натурально кружочек. А окружность будем называть как большие, вот так вот.
получится? Давайте проинтегрируем правую и левую части уравнения по этому кружочку. Такой хитрый план. Интегрировать по кружочку. Что получится прежде всего в правой части? Лена. Мы интегрируем функцию дельта минус x минус x0, да? Дельта y минус y0 по x и y. Интеграл по x равен единичке, интеграл по y. У нас точечный источник. Идеи есть. Ну, выведется изометрических координат. И что? Когда нам удобно, мы забываем про то, что они цилиндрические, возвращаемся обратно в x и y. То есть мы не по r. Не по r, по x и y. Но интеграл по x единичка, по y единичка. Получится единичка. Теперь интегрируем вот эту часть. А здесь что стоит? А здесь вспоминаем, что стоит. На самом деле здесь стоит хитрая штука. Здесь стоит div град от φ плюс k0 квадрат φ. Вот это вот вещь, да? Я понятно к чему клоню, нет? Вот Корольков, небось, догадался. Нет. Нет? Пока. Но я собираюсь, значит, интегрировать по взять это к теореме Стокса? Теорему Гаусса-Остроградского, если быть до конца честно. Значит, введем вот здесь вот нормально к границе, да, и мы можем применить к вот этому кружочку теорему Гаусса-Остроградского. Интеграл от дивергенции какой-нибудь функции есть по площадочке, есть интеграл от значения вектора, спроектированного на n, по границе. Правильно? Значит, мы получим здесь интеграл по d омега эпсилон, да, от чего? От n-ной компоненты градиента, то есть от dφ по dr. Что это за интеграл? 2π эпсилон, это я умножил на длину окружности, на dφ по dr. dφ по dr. Вот я получил тот интеграл, который у меня, значит, вот здесь вот должен стоять. Да, и плюс, значит, у меня остается k0 квадрат, интеграл по омега эпсилон от φ ds. Вот такое вот у меня условие получилось. Теперь смотрите, я же не зря вот эту формулу выписал. Я сейчас хочу взять самый старший член производной вот здесь вот. Чему он будет равен? 2π эпсилон на 2i делить на π, правильно? Логарифм я продифференцирую, что у меня получится? 1 делить на r, правильно? Вместо r подставляю эпсилон, получается эпсилон. Вот я вот этот член расписал, плюс какие-то более малые члены. Вот здесь я интегрирую логарифм. Это где малые? Я сейчас. Ну, вот это самый старший член. Это из-за функции. Да. Вот это. То есть мы решение интегрируем, да? Конечно. Когда вы делили А? Тут должно на быть умножено. Глава. Вот. Плюс, скажем так, О малое от единички, да? И при эпсилон, стремящемся к нулю. Вот этот интеграл тоже О малое от единички при эпсилон, стремящемся к нулю. Почему? Потому что это r логарифм r, проинтегрированный по r. Это интеграл r логарифм r, вот логарифм r, а r, потому что мы в цилиндрических координатах, по dr. От нуля до эпсилон. Если эпсилон стремится к нулю, этот интеграл стремится к нулю. Равно единичке. Единственный член, который у нас не обращается в ноль, это вот этот член. Получается а умножить на 4i равно единице. Или а равно 1 делить минус и делить на 4. Пишем ответ.
ответ. Е. Функция Грина и равно минус и делить на 4 h1 0 k0 r. Классная такая функция Грина. Понятно? Эту формулу обводим в квадрате. Она нам 100 раз годится. А никак не скажется на коэффициенте вот то, что мы в ряд раскладывали? В смысле? Ну вот на вот этом минус и на 4. Ну, то есть вот тут вы написали ответ для полной функции? Или... Для полной. Дело в том, что я собирался и А остальные собираюсь члены просто вот в делать ноль, да? И как? вот такую процедуру. Mm. Остальные члены стремятся к нулю. О, да. Хорошо. Значит, вот это полезная вещь. Ну, Лена заскучала, да? Непонятно, что такое функция Ханкеля, что такое и, что такое 4. Надо было со сферической, может, начать. Ханкеля. Ну, Нет, давай. как решали, понятно, непонятно функция Ханкеля. Вот. Это печально. Лена, значит, обещаю рассказать. Давайте теперь, как говорит Валерий Юрьевич, начнем со сферической. Вот этот вот оператор дельта тета пси, да, равен нулю, потому что, опять же, мы помещаем точечный источник. Теперь мы модифицируем точечный источник, домножаем на дельта от z минус z0. У нас трехмерный точечный источник. Точечный источник сферически симметричный, то есть любой функция не зависит ни от тета, ни от пси. Да? Вот. Что остается? d2 прямая производная. d2 фи по dr квадрат плюс 1 делить на, не 1, а 2 делить на r d фи по dr плюс k0 квадрат фи равно тому, чему это равно. А равно оно нулю везде при r не равно 0. Чему равно решение? Дальше. Полностью эту схему реализуем с самого начала. Фи равно а на e и k0r делить на r плюс b e минус и k0r делить на r. Лена, здесь вам легче. Да. Да, здесь вы можете просто проверить, что вот эту функцию вы подставляете в это уравнение, она дает 0. Везде, кроме нуля. Да? К сожалению, мы не знаем, как применить этот оператор в нуле. В принципе, значит, опять же, дядьки с кафедры математики что-то такое про это знают. Мы не знаем. Мы будем действовать по той же самой схеме. Ясно, да? Во-первых, мы убиваем волну, которая приходит из бесконечности. Мы говорим b равно нулю. И ставим перед собой задачу найти а. Для того, чтобы найти а, что мы делаем? Интегрируем вот это уравнение в трехмерных координатах по маленькому шарику. Шарику радиусом эпсилон. А потом устремляем что? Эпсилон. Эпсилон к нулю. Когда мы проинтегрируем вот это уравнение по маленькому шарику, что у нас получается? Опять div град от φ, да, плюс k0 φ равно w. Мы это интегрируем по dv по шарику эпсилон. Шарик я перерисовывать не буду. Там k0 в квадрате? В квадрате. Давайте без зеленого дальше. Кто из них зеленый? Вот Маркера. Сейчас зеленый маркер. Не видно ничего, что написано зеленым маркером. Это красный. Или красным. Я не различаю цвета. А! Хорошо. Вот эти два зеленых я откладываю.
Хорошо. Мне ребенок рассказал, он первый раз столкнулся вот с дальтониками, и один из них показывает другому карандаш. Вот говорит, какого цвета карандаш? Ну, говорит, в коробке из 6 карандашей его нет. Даже это был не карандаш, просто цвет показывает. В коробке из 6 карандашей его нет, из 12 есть. Вот это поразило моего ребенка. Чего еще раз, как это? В коробке из 6 карандашей его нет. Это был оранжевый. А в коробке из 12 есть. Белый? Оранжевый. Оранжевый. Я непонятно, почему. Я тоже не понял. Ну ладно, я оставлю. Эти два видны нормально, да? А вы синий и черный отличаете? Синий, черный отличаю. Понятно. Фиолетовый, зеленый не отличаю. Ну это значит вот какая-то степень свободы там. Ладно, хорошо. Значит, интегрируем вот это вот тем способом, которым мы интегрируем. Вот здесь будет единичка. Потому что мы интегрируем дельта-функцию трехмерную по шарику, в который ее садят. Вот здесь вот что будет? Интеграл Гаусса-Остроградского. Это будет градиент, это будет dφ по dn, да? Интеграл по границе шарика по ds. Правильно? Вот этот вот член мы переписали. Плюс интеграл k0 квадрат φ по dv. По самому шарику. Давайте посмотрим поподробнее, почему вот эта вот штука обращается в 0. Чему она равна? Это есть А, k0 квадрат, на что? На e в степени и k0r делить на r, умножить на r квадрат и еще на 4π по dr от 0 до эпсилон. Вот это вот звездочка, она равна вот этому. Ясно, да? Что это такое? Это интеграл вот такой вот. e и k0r по модулю не превышает единички, значит вот эта вещь ведет себя как, ну понятно, интеграл от нее ведет себя как квадратичная функция. Ну и все. То есть при стремлении эпсилон к нулю вот этот интеграл у нас будет обращаться в ноль. Остается только вот этот интеграл. Чему он равен? Что такое dφ по dn? dφ по dn это есть а на и k0 минус 1 делить на r e и k0 r делить на r. Правильно? Опять же, смотрите-ка. У нас есть два члена. Один появляется от дифференцирования экспонента, другой от степени. Давайте рассмотрим вот этот член. Он пропорционален 1 делить на r. Мы его домножаем на площадь сферы. Мы его интегрируем по сфере. То есть мы 1 делить на r умножаем на r квадрат. Правильно? 1 делить на эпсилон, на самом деле, домножаем на эпсилон квадрат. У нас получается член пропорциональный. Сейчас я просто забыла, почему производная по вектору нормали такая. d по dn, потому что n направлено вдоль r. Да. dφ по dr. Все равно, что... Да, конечно, да. Вот, значит, у нас получится, что вот этот интеграл состоит из двух частей. Просто получается, что мы когда хотим, тогда переходим вот, из сферических координат и обратно. Конечно. И это не оговариваем. Вот. Да, мы это делаем, мы на скорости это делаем. В интеграле это имеет значение. Ну как? Ну какое же так интегрируем? Мы интегрируем трехмерное уравнение, вот это вот. На самом деле, там я, наверное, допустил некую неточность. Вот интегрирую я трехмерное уравнение, а здесь вам выписываю одномерное только относительно r. Можно? Не, ну понятно, что можно написать еще угловую часть. Но угловой части нет. Ее можно написать и вот, писать это дивергенция градиента. В таком смысле. Что получается? 4π на а на и k0 минус 1 делить на эпсилон, на 1 делить на эпсилон, на e в степени и k0 эпсилон, это вот этот интеграл, этим интегралом мы пренебрегли, равно 1, да? Когда эпсилон стремится к нулю. Вы еще на площадь не поможете.
на 4π помножил 4π эпсилон квадрат. Вот. Что получается? Вот этим членом можно пренебречь, потому что при эпсилон, стремящемся к нулю, здесь ставится эпсилон в первой степени, да? А здесь, вот этим нельзя. Это А 4π на минус 1. 1 равно минус 4π да? А равно минус 1 делить на 4π. Ура! Мы можем выписать с вами ответ. Ответ такой. Фи равно минус 1 делить на 4π r e и 0 r. Счастье? Счастье. Последнее, что хочется сделать с этим делом, это следующие вещи. Вы еще терпите? Вы еще какое-то время легко терпите, да? Продолжаем беседу. Есть ли вопросы по этой части? Не, Лена, непонятно. Да нет, нормально, в общем-то. Значит, упражнение. Упражнение. Для того, чтобы было потом понятно, как смотреть повнимательнее. Упражнение. Мы рассмотрели случай двухмерный и случай трехмерный. Какой случай у нас остался? Одномерный. Не пятимерный, не шестимерный. Значит, у нас остался случай одномерный. Это ось x. Уравнение Гельмгольца записывается самым простым образом. d2 по dx квадрат плюс k0 квадрат от φ равно дельта от x. Лена, ваша задача дома, и всехняя остальная тоже, дома, написать функцию Грина для одномерной задачи. Ясно, да? Дальше. Функция Грина для волнового уравнения. Это какой был пункт? 2, 3, 3, 4. Еще по пункту 3 можно спросить аудиторию, мы когда убиваем приходящие из бесконечности волны, аудитория умеет объяснять, почему именно эти оказываются приходящие? Вообще, я собирался замести это под ковер. Нет? Конечно. Но я не поставил условия излучения. У меня там вот, если программу почитать курса, то там где-то дальше есть корректная математическая постановка дифракционной задачи. Там... Но об этом можно на пальцах поговорить. И не так легко. Ну, как это дядьки рассказывали, что это вдоль оси типа плюс, а против оси минус. Ну, если выбрана такая зависимость от времени, вот и все. Хитрость. Ну вот, можно и так, да. Значит, что мне хочется вам показать? Давайте рассмотрим функцию Грина волнового уравнения. Это тоже, значит, одна из наших любимых с Валерой функций. Вот это называется излучение монопольного источника. Это важнейшая формула в акустике. Я собираюсь сделать задачу в практикуме, которая будет показывать эту формулу и как она работает. Потому что это вещь фундаментальная до последней крайности. Давайте рассмотрим волновое теперь уравнение, которое выглядит вот так. Дельта φ, да? Минус 1 делить на c0 квадрат dφ по dt квадрат равно, а вот здесь мне хочется... Акустический монополь это что? Это он и есть. Ну, источник, точно. Пульсирующая сфера. Акустический монополь это ровно тот покемон, про который я вам рассказал. Тонкая трубочка, да. Ну, другая реализация такая, но и как ее сделать физически, я не знаю. Вы берете шар, который вот так вот пульсирует. И делаете его точечно. Делаете точечный шар, который вот так пульсирует. Мне кажется, что моя реализация лучше. Итак,
Значит, это dx, dy, dz. То есть я по пространству помещаю источник 0 на f от t. Я не делаю это функцией Грина, еще и зависящей как дельта от t. Да? Мне хочется произвольную зависимость от времени. Вот что такое f? Это на самом деле, можете придумать, нет? Вот у нас была трубочка. Ну, как поток воздуха регулируется по этой функции. О, это поток воздуха, значит. А кто помнит, значит, это самое волновое уравнение с источниками для потенциала φ? Что там стояло? Там стояло минус W, да? Значит, что такое F? Вот у вас трубочка. Вот у трубочки сечение S, скорость звука, который из нее выходит V. Скорость воздуха. Да, скорость воздуха. Значит, что у нас такое? F отвечает на то, что у нас не единичная трубочка. F равно минус S V. Что значит не единичная? У нее площадь сечения есть S. Ну да, я просто подумал, что F бы не было, если бы площадь сечения была бы единицей из... Нет. F это F от времени, это скорость звука от времени. Это произвольная функция. Обратите внимание, здесь стоит минус, потому что у меня в уравнении для потенциала здесь стоял минус. Ясно? Ясно. Вот. Утверждается следующее, что φ равно, опять же, некоторое А, которую вы мне сейчас сами нарисуете, F от t минус r c0 делить на r. А минус почему? Нет, вот справа правее. Минус s, вот вообще справа. Не, про f. Вот здесь? Да. Значит, отматываем конспект. Смотрим, как там была устроена правая часть. Там минус омега стоял. Там стоял вот это вот равно минус омега. Не омега, а W. Да. Я их тоже не различаю. Ну нет, это уже я могу потребовать, чтобы различать. Значит, и поскольку это одна и та же функция, то здесь появляется минус. Это расход воздуха. Расход воздуха – это скорость умножить на площадь. Вот. Утверждается, что вот это вот решение вот этого вот уравнения везде, кроме как при r равном нулю. На самом деле, конечно, мы пишем, что здесь плюс b f от t плюс r делить на c0 делить на r. Но опять же, вот это-то точно уходящая волна. Это просто видно, что уходящая волна. А это волна приходящая. Вы про это хотели поговорить с ним, да? То есть, если мы делаем Фурье преобразование от такой волны, то мы получаем e в степени e омега. Сейчас мы Фурье делать не будем. b равно нулю, потому что это волна приходящая в бесконечность. Оставляем только уходящую волну. Значит, мне мучительно трудно делать одно и то же миллион раз. Сейчас было непонятно про Фурье, чего про Фурье. Значит, смотрите, вот в этой записи понятно, как отличить волну уходящую от приходящей. Просто если вы нарисуете, вот это будет горбик, который бежит от нуля к бесконечности. Вот то, что здесь было написано f плюс rc, горбик, который бежит от бесконечности к плюс 0. Здесь это интуитивно понятно. Одну страницу назад вместо этого было e в степени ik0r и e в степени минус ik0r. Ну да, если сделаем вот здесь уже не интуитивно понятно, что волна убегающая, что прибегающая. Но, вот Лена говорит, если мы берем вот это решение, делаем Фурье преобразование по t, то мы получим как раз то, что А чтобы к r перейти? Чтобы перейти от волнового уравнения к уравнению Гельмгольца, они связаны Фурье преобразованием по времени. То мы получим вот там, вот из такой зависимости как раз e в степени ikr. И тоже будет понятно, что она была приходящей. Ну, вот отсюда она понятно, что приходящая, а там она приходящая, потому что мы из этой штуки делали Фурье. Вот такой план. Значит, моя задача найти коэффициент А. Мне надоело делать одно и то же. Я интегрирую. Угадайте, почему, Лена? Да. Что у нас?
Ну, Это 3D. Ага, ну шарик. По шарику. По шарику. Значит, я дифференцирую вот эту функцию. Вот это у меня дивергенция градиента. Короче, чтобы вы не мучились, а равно минус 1 делить на 4. Ясно? Да. Ясно. Значит, φ равно минус 1 делить на 4π от минус s. Давайте я минусы сразу сокращу. Вот этот минус и вот этот минус. Хорошо? Здесь r стоит. S v от t. Согласны? Да. А теперь вспоминаем. Вот это акустический потенциал. А чему равно P? Оно равно ρ0 делить на 4πr s. И я дифференцирую, помните, P это ρ dφ по dt. Значит, единственная вещь, зависящая от P, это у меня T. Точкой я обозначил то же самое, что раньше обозначал d по dt. Ясно? И это наша любимая формула. Это формула монопольного источника. Когда до нее дойдет, не говорите, что я вам не рассказывал. Точка это что? Что? Для тех, кто там. Но, значит, давайте будем корректными. Здесь стоит P от R T, а здесь стоит V от какой координаты? T минус R в целом. Ну, потому что вот эта точка, вот F это минус SV. Вот я отсюда. Аргумент, да. И этот аргумент, очевидно, зачем нужен? Он показывает, что на самом деле у вас запаздывающая. Ну, естественно, волна распространяется с какой-то скоростью. Вот настолько она запоздала. Излучена она была в одно время, а пришла в приемник в другое. Ясно? Да. Хорошо. Значит, мы берем вот на покемона нашего. Вот покемон, да, вот как-то так устроен. Я не рисую длинную трубочку, а рисую короткую. Здесь стоит поршень. Мы поршень резко туда толкнули. Дзынь так. Один раз. Вот так. Дзынь и толкнули. Поршень создал V вот такого профиля. Если мы его один раз толкнули. Здесь у нас стоит микрофончик. Какой сигнал в микрофончике? Нарисовать. Как? Ну, скачок. Не. На микрофончике какой сигнал? Производная V. Ну, на одной частоте или что? Какой частоте? Это зависящий от времени сигнал. Ну, в смысле? Ну, то, что дает. Сил, что ли? Гаусс. Нет, производная вот этой функции. Вас на анализе не учили дифференцировать функции, нарисованные на бумажке. Сначала у нее идет производная больше нуля, потом меньше нуля. Вот больше нуля, потом меньше нуля. Не принципиально будет знать что-то про микрофон, кроме того, что он вот так. Микрофон меряет звуковое давление P. Не принципиально. Во всех точках на одинаковом расстоянии он покажет одинаковое давление. Он всегда производную берет. Все. Нет. Микрофон показывает давление. Производная вот почему. Все, да, понятно. Производная, потому что покемон. Потому что, значит, Да, вот эта глубокая формула, значит, она показывает вам, как происходит распространение звука от монопольного источника. Мы конкретно убедились в справедливости этой формулы в железе.
натуральный сигнал вот такой. Коэффициенты правильные. Было такое? Было. Ясно? Это формула, которая идет от сердца. Я вам сказал что-то очень важное сейчас. Кстати, да, радуйтесь. Радуйтесь. Я об этом узнал уже в аспирантуре, несмотря на то, что на кафедре акустики. Да, а это важная формула. Рассказал про это? Обратите внимание на одну очень важную вещь. Вот мы с вами толкнули локализованный сигнал такой, то есть у нас вот сигнал не равен нулю на очень маленькой окрестности нуля. Вот этот сигнал тоже будет у нас локализованный, то есть он не равен нулю в очень маленькой окрестности нуля минус, вернее сказать, плюс r делить на c. Да? То есть локализованный сигнал излучили, локализованный приняли. Увы, все не так в 2D. Это очень быстро толкнуть надо, правильно? Да, да. Но, значит, вот, если до этого дойдет дело, мы расскажем, как толкать так, чтобы толкать не очень быстро, а получать вот именно такой ответ. Рывочками. А? Ну как? Нет, делать вместо вот такого сигнала подавать псевдошумовую последовательность, потом проводить корреляционную обработку. Понятно. Большая наука. Вот Валерий Юрьевич сказал, у вас очень тонкий эксперимент. Те, кто был на его защите, слышали, это был момент его триумфа. О том, что градусника не было, мы признались потом. Да. Сапожников ехидно сказал, да это у вас тонкий эксперимент. Ему больно ехидничать. Следующее, что мы хотим сделать, это мы хотим сделать вот что, и может быть уже одно из последних из того, что мы хотим сделать. Мы хотим сделать следующее. А что будет, если то же самое, но в двумерной системе координат? Что будет, если то же самое, но в двумерной системе координат? То есть у нас уравнение выглядит, как оно выглядело? Дельта фи минус 1 делить на c0 квадрат. Нету только дельта от d по dt. Погодите. От z ничего не зависит. Значит, равно дельта от x. Да, нет дельта от z. Дельта от y на f от t. Берем по кругу. Ой, Надо понять, как выглядит решение. Надо понять, как выглядит решение. Да? Это вообще не очевидно. Вообще не очевидно. Какие идеи? Смотрите, как говорил премьер-министр, да, по этому поводу, кто там на него смотрел. Для того, чтобы это получить, надо воспользоваться фантазией. Представим себе, что это не 2D, а такое 3D. То есть положим эту картинку на бок. Да нельзя просто потом выбросить это. Да. От одной координаты, типа зависимость выбросить. Можно. Примерно это я и собираюсь делать. Значит, вот плоскость x и y. А мы еще добавим с вами координату z. И будем считать, что от z ничего не зависит. Точечный источник, который локализован у нас в центре, это в этой плоскости. Для того, чтобы от z ничего не зависело, этот точечный источник должен быть у нас локализован на прямой x равно 0, y равно 0. И излучать он должен вот примерно вот так вот. Понятно, да? Ну, если использовать аналогию, да, с электродинамикой, то это ток. Нить. Нить с током, да. Не заряженный. Ну, переменный ток, чего-нибудь такое. Акустическую аналогию мне придумать трудно. Вот покемоны я сам... Шланг, который пульсирует. Шланг с дырочками. Ну, пишем, ну, может пульсировать как сфера. Вот покемоны мы делали руками, а шланг такой мы руками не делали. Слава Богу. Ладно, делали, мы долго избавлялись от завода такого шланга. Короче, как покемон, но только двумерный. Да, да. Ясно, да, идея?
А теперь смотрите внимательно. Смотрите и следите за руками, потому что это вам мало кто покажет. Вот у нас вот здесь находится приемник. Понятно ли, что если мы рассматриваем эту систему в трехмерных координатах, мы можем рассматривать, что вот здесь стоят трехмерные точечные источники, и каждый из них светит сюда. Поле трехмерного точечного источника мы знаем. Да, нужно просто проинтегрировать. Нужно просто проинтегрировать. То есть φ это есть интеграл по z. А дальше нам надо вспомнить формулу для трехмерного точечного источника. Это 1 делить на 4π интеграл, что там будет? F от t, а дальше, внимание, да, от t минус. Вот это расстояние у нас r было. А чему равно расстояние синее, которое проходит из текущего положения у нас точный источник? Я знаю, как считать это расстояние. Это r квадрат плюс z квадрат. Правильно? Делить на c0. Делить на, вы будете удивлены, r квадрат плюс z квадрат. А интеграл, смотрите, значит, он от минус бесконечности до бесконечности. Правильно? Я хочу так. Я хочу на 2 домножить и от 0 до бесконечности. По dz. Ясно? В принципе, если мы страдаем полной фантазией, ничто не мешает нам решить заново этот дефолт. Какой? Ну, написать исходное волновое уравнение и решить дефолт просто. Ой ли, ой, что-то мне... Нет. Ну, это можно решить, но для этого надо много чего знать об этих функциях. Значит, трюк делаем такой. Вот это обозначаем кси, это кси. И сейчас я нарисую вам, что будет, если мы аккуратно сделаем замену перемен. Фи равно, минус никуда не делся, как ни странно, 1 делить на 2π. Кси от r до бесконечности, dxi на f от t минус кси c0 делить на корень из кси квадрат минус r квадрат. Ну, если вы аккуратненько просто делаете замену переменных, кси на z, у нас получается вот такая штука. Обратите внимание на смысл этой формулы. Смысл этой формулы немножко странный. Если вы подаете точечный, вот сюда вот точечный источничек, то есть вы, вот эта вот лента у вас излучает короткий очень импульс. Что вы видите на приемнике? Вот это дельта-функция, и вы видите вот этот вот корешок. Это t равное кси r к c0. То есть в двумерной ситуации функция у нас уже не локальная. Да? Мы излучаем локальный сигнал, а принимаем не локальный. Удивительно, ну вот в одномерной локально, в двумерной не локально, в трехмерной локальное было. В четырехмерной опять не локальное. А в пятимерной? Почему двумерный случай выглядит хуже, чем трехмерный? Четномерный выглядит хуже, чем нечетный. Сейчас одномерно тоже разве не локально? Одномерный локальное. Что локальное? В одномерном случае домашнее задание 2. Значит, проделать то же самое для одномерного случая. У вас есть уравнение d фи по dx квадрат минус 1 делить на c0 квадрат d фи по dt квадрат равно дельта от x на f от t. Ну, вы должны уметь это решать. Значит, там получается тоже, построить для нее решение. Тоже получается локальная точка. Последнее, о чем я должен сказать, прежде чем я вас отпущу, про граничные условия. Про граничные условия, строго говоря, мы будем с вами говорить много и подробно, но не сказать про граничные условия.
мне не позволяет рабочая совесть. Потому что тема лекции была основные соотношения, основные уравнения. 5. Граничные условия. Граничные условия. Граница может быть акустически твердой. Вот акустически твердая граница. Акустически твердая граница — это такая, через которую не проникают частицы воздуха. Сюрприз. Это третий пункт, это 5. Это 5. 5. Если через нее не проникают частицы воздуха, это означает, что вдоль границы они могут двигаться, поперек не могут. Введем координату n вот такую вот, мы получим, что dφ по dn, а это у нас, между прочим, un как раз, компонента скорости частиц, равно нулю. Если dφ по dn у нас равно нулю, φ это интеграл от p, производная от φ тоже, значит, dp по dn равно нулю. Это жесткая граница. Жесткая граница. Это граничные условия Неймана. Ясно? Слыхала про такие? Нет. Ну, Не привет. так, чтобы назывались, нет, а так что-то похожее было. Мягкая граница. На мягкой границе вот здесь вот у нас воздух, здесь вакуум, и вы будете удивлены, их ничего не разделяет. Мне трудно себе это представить, но если это не воздух, а вода, вот здесь вода, вот здесь воздух, с точки зрения воды, воздух это почти вакуум, да? То есть там плотности никакой. Вот здесь P равно нулю. Поскольку сила со стороны вот этой среды никак не действует на воздух, P должно быть равно нулю. Иначе эта граница куда-то улетела бы. P равно нулю. Граничные условия Дирихле. Интеграл от P, это φ, тоже равно нулю. Последнее, значит, утверждение такое. Вот наиболее интересный случай. В акустике мы почти не будем иметь дело вот, с граничным условием Дирихле. Один раз я покажу, когда мы будем говорить про трубы. Большей частью у нас будет жесткие границы, потому что любая в воздухе, там, любая поверхность, это, в общем, почти всегда жесткая граница. А что делать, когда у нас граница движется? Вот Валера поставил вопрос ребром. Граница движется. И у нее есть некоторая скорость un, да? Но она жесткая. Она жесткая. Если она жесткая, то скорость частиц un такая же, как скорость границы un. Поэтому я их и назвал одной буквой. В принципе, я бы мог назвать скорость границы v, n, да? И она такая же, как скорость частиц среды, un. При этом вдоль границы скорость может быть любой, естественно, а не проскальзывает. Оказывается, что наличие вот такой вот границы это все равно, что источник. То есть мы можем считать границу неподвижной, а вот здесь вот положить тоненький слой источничков. И это описание будет эквивалентным. Еще раз. Мы можем рассматривать честно задачу математической физики, которая звучит так. dφ по dn, а это у нас как раз минус скорость, да? dφ по dn должно быть равно минус vn, где vn некоторая заданная функция. Это одна задача математической физики. Вместо нее мы можем рассматривать другую задачу математической физики, и оказывается, что они эквивалентны. Эта задача такая. Мы продолжаем считать, что dφ по dn равно нулю, но при этом вдоль границы, внутри среды,
мы размещаем источники. Эти источники имеют нулевую толщину, при этом их плотность вдоль вот этой оси ведет себя как дельта-функция. Если мы вот эту ось обозначим как z, то источники у нас будут W, дельта z, да? Помните, у нас минус, потому что, значит, источник это минус то, что стоит в правой части. И плотность этих источников будет как раз Vn. Оказывается, что такая постановка и такая постановка эквивалентны. Вы можете заменять движущуюся неймановскую границу на источники. Это понятно почему. Давайте рассмотрим. Вот смотрите, черные это источники, ребристая это граница, а давайте рассмотрим поверхность вот здесь вот, весьма близко к подвижной границе. Перенесем граничные условия на вот эту вот решеточку, да? С точки зрения решеточки, поверхность у нас выталкивает воздух через решеточку. То есть эта поверхность просто работает как источник. Причем она выталкивает, поскольку там слой очень маленький, она выталкивает весь воздух, вот сколько она заметает с собой площади, столько воздуха она и выталкивает. Сейчас, одну секунду. Единственное, что, наверное, вот здесь минус не нужен. Да, это я зря сказал. Вот это правильно. Все, это все, что я хотел вам рассказать на сегодня. Еще раз, следующая лекция состоится, если я безопасным образом вернусь из Горького, через 2 недели. И я вам рекомендую через неделю в это же время сидеть дома, пить чай с булками и смотреть по телевизору, что происходит в городе. Всем спасибо.